Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о журавлях. Что мы знаем о них? Это же те самые птицы, которые летят клином, и чей курлыкающий крик заставляет нас задирать голову. Мы привыкли, что журавли – это символ уходящего лета. Они торжественно и немного грустно провожают осень. Интересно, что все помнят, как они улетают, но мало кто замечает, когда они возвращаются. А большинство путает их с цаплями или аистами, считая, что раз на длинных ногах и с длинным клювом, значит родственники. Но что за птицы журавли на самом деле? Какие бывают? Где живут? И куда они улетают? Да и точно ли с цаплями или с аистами они в родстве? Да и не только об этом. Да еще много интересного мы узнаем здесь и сейчас об этих красивых птицах, журавлях. Поехали! Но прежде чем мы поговорим о журавлях, мы немного поговорим о нейросетях. Кто только о них сейчас не говорит. Нейросети заменяют айтишников, нейросети заменяют музыкантов, дизайнеров, нейросети в каждом утюге и видео на ютубе. Но почему о них говорят так много? Быть может, потому что это новая революция рынка труда, наравне с появлением электричества или интернета. Эксперты говорят, что уже в ближайшее время без навыков работы с нейросетями и искусственным интеллектом не сможет обойтись никто через 2-4 года. И, конечно же, необходимы специалисты в этой сфере. Но главный вопрос – как научиться работать с нейросетями? Обратите внимание на марафон в школе Михаила Христосенко. Эта школа за 6 лет обучила больше 100 тысяч специалистов, а сейчас проводит бесплатный онлайн-курс по нейросетям. За 5 дней вас научат создавать контент с помощью нейросетей и продавать его бизнесу, собирать сайты, презентации, генерировать картинки и видео с помощью искусственного интеллекта. За эти задачи на биржах фриланса платят от 10 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще вас научат автоматизировать рутину и повседневные задачи, чтобы работать не 5 дней по 8 часов, а, например, 3 дня в неделю по 4 часа. Научитесь работать с разными нейронками, управлять ими и находить проекты для дополнительного заработка. Вы сможете получать от 30 до 100 тысяч рублей в месяц в дополнение к вашей основной работе, выполняя интересные задачи. И, конечно, останетесь востребованным специалистом на рынке труда, который хочет реализоваться. Если вы хотите расти уже сейчас, то и действовать надо без промедлений. Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке в описании. Журавли на планете появились давно. В научной классификации они занимают обособленное место, являясь представителями класса птиц отряда журавлеобразных, семейства журавлиные. Это уникальная эволюционная ветвь, сформировавшаяся еще 40 миллионов лет назад. В те времена, когда облик планеты только принимал современные очертания, предки журавлей уже обживали болотистые равнины. Посмотришь на него издали, птица солидная, рослая, с первого взгляда и не разберешь. То ли цапля на мелководье застыла, то ли аист в поле прогуливается. Но нет, журавль – это журавль. Давным-давно даже большие ученые вроде Карла Линнея в них путались. Глядели по старинке, раз ноги длинные и в болоте стоит, значит все одна родня. Логика простая, да только природа хитрее оказалась. Выдала она разным птицам похожие инструменты, ходули да клювы, чтобы сподручнее было в камышах промышлять. Однако современная наука, вооруженная генетическим анализом и изучением морфологии, доказала, что сходство журавлей, цапель и аистов – это не признак родства, а результат конвергенции. Природа создала похожие инструменты для жизни в схожих условиях, но биологические чертежи этих птиц принципиально разные. И чтобы безошибочно узнать журавля, достаточно взглянуть на него в небе. Главный определительный признак проявляется в полете. Журавль всегда держит шею полностью вытянутой вперед, образуя со всем телом ровную, стремительную линию. В этом его коренное отличие от цапель, которые из-за специфического строения шейных позвонков вынуждены складывать шею S-образно, прижимая голову к плечам. Кроме того, журавли убежденные земляне, за редчайшим исключением, они никогда не гнездятся на деревьях, предпочитая труднодоступные болота.
При сравнении с аистами также обнаруживаются важные детали. Тело журавля сложено гораздо изящнее. Оно лишено тяжеловесности, присущей аисту. Его клюв пропорционально меньше и более аккуратный, чем мощное долото аиста. И, конечно, повадки. Если аист охотно использует постройки человека или вершины деревьев для отдыха и гнездования, то настоящий журавль остается верен открытым пространствам. И поэтому самыми близкими родственниками современных журавлей признаны пастушковые журавли и трубачи. Вместе эта тройка семейств образует подотряд, группу птиц, связанных общим происхождением и уникальными особенностями строения скелета. Журавли – одни из самых крупных и статных птиц мировой фауны. Их облик определяется гармонией длинных линий, которые обеспечивают им преимущество как на земле, так и в воздухе. Семейство демонстрирует значительный диапазон размеров. Самым миниатюрным представителем является журавль-красавка, чей рост составляет около 90 сантиметров. На другом конце шкалы находятся гиганты японский журавль и индийский сарус, достигающие высоту 176 сантиметров. Размах крыльев у крупных видов нередко превышает 2 метра, а иногда достигает 240 сантиметров, превращая их в эффективные планеры, способные использовать энергию ветра. В окрасе большинства журавлей преобладают сдержанные тона – сизый, серый, белый и черный. Однако самой яркой деталью являются голые участки кожи на голове, окрашенные в насыщенный красный цвет. Интенсивность окраски этой шапочки зависит от прилива крови и служит индикатором эмоционального состояния птицы, возбуждения, агрессии или готовности к току. У журавлей нет ярких отличий между самцом и самочкой в цвете перьев. В отличие от, например, уток или фазанов, единственный надежный внешний признак – это размер. Самцы, как правило, несколько крупнее и массивнее самок, что особенно заметно, когда пара стоит рядом. Сезонный диморфизм также выражен слабо, за исключением канадского журавля, который искусственно меняет цвет на ржавый с помощью ила. Журавли обладают очень длинными цевками, которые позволяют им глубоко заходить в воду и легко перемещаться в высокой траве. Важнейшая адаптация к хождению по мягкой почве и трясине – редукция заднего пальца. В отличие от сапель, у настоящих журавлей задний палец расположен выше остальных и почти не касается земли. Это лишает их возможности обхватывать ветви деревьев, но делает их непревзойденными ходоками по зыбким грунтам. Клюв крепкий, прямой и средней длины у большинства видов и является универсальным инструментом. Его форма идеально приспособлена для всеядности. Он достаточно силен, чтобы выкапывать корни или убить грызуна, и достаточно точен, чтобы ловить мелких насекомых. А главным ориентиром для журавля является острое зрение. Расположение глаз по бокам головы обеспечивает птице широкий панорамный обзор, позволяя вовремя заметить хищника в открытой степи или на болоте. Зрительная память помогает им находить одни и те же места гнездования и остановки в ходе миграции на протяжении десятилетий. Также, несмотря на отсутствие внешних ушных раковин, у журавлей развит великолепно слух. Они способны улавливать низкочастотные звуки, что важно для коммуникации внутри стаи и раннего обнаружения опасности. Одной из самых поразительных анатомических особенностей журавлей является устройство их дыхательной системы. Если у большинства птиц трахея идет коротким прямым путем от гортани к легким, то у журавля она превращена в мощный резонатор. Трахея журавля имеет необычайную длину. Она не просто проходит по шее, а заходит глубоко внутрь грудной клетки, где буквально впаяна в киль грудины. Там она совершает несколько сложных петель, и общая длина которых может превышать длину самой шеи птицы. Эта конструкция работает по принципу духового инструмента, валторна или тубы. Грудная кость служит жестким футляром-резонатором, который многократно усиливает звук. Именно поэтому курлыканье обладает такой глубиной и мощью, позволяя птицам координировать действия в плотном тумане или на огромной высоте. Широкие крылья с глубоко расчлененными пальцами, маховыми перьями, позволяют журавлям мастерски использовать термики, восходящие потоки теплого воздуха. Набрав высоту, птицы переходят на парящий полет, экономя колоссальное количество энергии во время миграции. Ведь журавли – великие путешественники. Когда с полей убирают хлеб и горизонт отодвигается вдаль, над золотой ширью появляются треугольники. Для детворы это всегда был праздник. Раньше
выбегали за околицу и кричали: «Журавли, журавли, выше неба и земли, возвращайтесь домой по дороге прямой». И как чудо воспринималось то, что по детскому озорному крику строй ломался, а по доброму слову снова выравнивался. Журавлиный клин – это венец авиационной инженерии природы. Птицы летят на высоте до 1,5 километров, используя восходящие потоки теплого воздуха. Передний устает быстрее всех, и строй постоянно пульсирует, меняя лидера. Птицы используют строго определенные пролетные коридоры. Эти пути не меняются веками. Молодые журавли запоминают их, следуя за родителями. Важнейшие точки на этих путях – места отдыха и остановки, где птицы набираются сил перед броском через моря или горы. Обычно журавли летят на высоте около 1,5 километров, но при пересечении горных хребтов, например Гималаев, они способны подниматься намного выше, а скорость перелета может достигать до 80 км в час. Основные зимние квартиры, например евразийских видов, расположены в Северной Африке, Иране, Индии и Китае. Здесь птицы ведут стайный образ жизни, отдыхая от тягот гнездового периода. Журавль – едок неразборчивый, рацион его меняется, как страницы в календаре. Что сезон предложит, то в клюв и пойдет. Такая неприхотливость и позволяет ему обживать самые разные края, от ледяных северных тундр до жарких южных степей. Весной да летом, когда болото просыпается, журавль промышляет растительным кормом. Основа его стола – сочные корневища и сладкие клубни водных трав, нежные побеги и семена. В тундре он первый гость на ягодниках. Клюква да брусника для него и лакомство, и сила. А как придет пора перелетов, журавлиные стаи можно встретить и на полях. Наведываются на угодья, как на званный обед, подбирая уцелевшее зерно пшеницы, кукурузы или риса. Но не одной лишь травой жив журавль. Чтобы поднять на крыло пушистых птенцов, нужна и белковая пища. Тут уж берегись всякая мелкая живность. Острый журавлиный глаз приметит в траве грузного жука и прыткого кузнечика. Достается от него и скользким моллюскам, и дождевым червям после ливня. Если же охота удачна, добудет журавль и лягушку, и ящерицу, и даже змею, а то и зазевавшуюся мышонка-полевку, приструнит своим точным как пинцет клювом. Основная активность приходится на светлое время суток. Птицы приступают к кормежке на рассвете. В середине дня наступает период отдыха и чистки оперения, а перед закатом следует второй пик кормовой активности, после чего стая отправляется на ночевку, обычно на мелководье, защищенное от наземных хищников. Самая захватывающая часть этологии журавлей – их невероятно сложная система общения, сочетающая визуальные и звуковые сигналы. Да к тому же журавли умеют танцевать. Танцуют все журавли. Танцуют парами и коллективно. Красавки, например, собираются в круг, а несколько птиц пляшут в центре, сменяя друг друга. Японские журавли – мастера изящества. Они кланяются, подбрасывают щепочки и взлетают на 2 метра вверх, планируя к земле. Долго спорили, зачем? Считали, что это брачный ритуал. Но журавли танцуют и осенью, и зимой. Танцуют старые и молодые. Самое поразительное открытие сделал американский натуралист. 5-дневный журавленок, выросший в инкубаторе и не видевший ни одного сородича, начал выделывать все па взрослых птиц. И оказывается, танцы выполняют важнейшие функции: ухаживание, синхронизация пары, снятие агрессии внутри стаи и социальное обучение молодежи. А может, танцы – это ритуальное утаптывание фундамента под будущее гнездо, а возможно, просто высшее проявление радости жизни. Да и песня у них под стать танцу. Сложится пара и заводит сложную вокальную партию. Самец начнет, самка подхватит, и выводят они свои рулады в строгом порядке, голос в голос. Для соседей это знак верный. Место занято, здесь мы хозяева. Получается, журавли танцуют и поют. Да к тому же журавли одни из самых верных существ на планете. Они образуют моногамные пары на всю жизнь. Смена партнера происходит лишь в случае гибели одного из супругов. Весной, вернувшись на родину, пара подтверждает свой союз дуэтными криками и танцами. Пора строить гнездо. Оно строится в самом глухом и топком месте. Расположение гнезда – это главная защита от лисиц и волков. Процесс появления птенцов на свет – это период строжайшей секретности и бдительности.
В большинстве случаев самка откладывает 2 яйца. Они имеют маскировочный оливково-бурый или песочный цвет с красноватыми пятнышками, что делает их практически невидимыми на фоне болотной растительности. Насиживание длится в пределах месяца. В этом процессе принимают участие оба родителя. Пока один сидит на гнезде, второй зорко охраняет территорию. Самец с журавлихой или журкой сидят на яйцах попеременно. Свободный от смены ходит кругом гнезда поодаль, кушает и караулит. Его громкий крик возвещает о любой опасности. Услышав сигнал, сидящий на яйцах журавль не взлетает. Это выдало бы дом. Он тихо сползает с кочки, пригибается к самой воде и, согнувшись в 3 погибели, плавится в траве, незаметно отбегая на 100 метров. Только там он выпрямляется и начинает звать своего дружку, уводя врага по ложному следу. И если все хорошо, через месяц вылупляются журавлята. Птенцы журавлей относятся к выводковому типу. Они рождаются зрячими, покрытыми густым рыжеватым пухом. Удивительно, но уже через сутки после вылупления пуховички способны покинуть гнездо и следовать за родителями в поисках корма. Первые дни жизни между птенцами часто возникает жесткая конкуренция за еду, что в суровых условиях иногда приводит к выживанию только одного, более сильного птенца. Путь от маленького пушистого комочка до величественной птицы долог и полон опасностей. Птенцы растут невероятно быстро. Чтобы встать на крыло до наступления холодов, им требуется от 70 до 75 дней интенсивного питания. Все это время родители не отходят от них ни на шаг, обучая методам охоты и защитным приемам. В отличие от многих мелких птиц, журавли – поздние дети. Они достигают зрелости только в возрасте 3-5 лет. До этого времени молодые птицы ведут холостяцкий образ жизни, объединяясь в отдельные группы и оттачивая искусство танца и навигации. Журавли – настоящие долгожители. В суровой дикой природе они в среднем живут 20-30 лет, постоянно преодолевая трудности миграции. Однако в условиях неволи, в зоопарках или питомниках, где нет хищников и дефицита еды, зафиксированы случаи, когда журавли доживали до 80 лет, что делает их одними из самых долгоживущих птиц на планете. Семейство журавлиные представляет собой относительно многочисленную группу, разделенную на 2 эволюционные ветви, каждая из которых отражает определенный этап развития этих птиц. Это венценосные журавли и настоящие журавли. Всего 15 видов, и на всех мы обязательно посмотрим. И начнем мы с венценосных. Подсемейство разделено на 2 близких вида, собственно венценосный журавль и восточный венценосный журавль. Венценосный журавль темнее, почти черный, с красно-белыми щечками и крошечным горловым мешком, обитает на западе Африки. Восточный вид светлее, жемчужно-серый, имеет полностью белые щеки и крупный ярко-красный раздувающийся мешок под клювом. Именно он, символ Уганды, чаще встречается в восточных и южных саваннах континента. Их внешность по-настоящему королевская и выделяется на фоне строгой элегантности других представителей семейства. Главная черта, давшая название виду – пышный золотистый венец на затылке, состоящий из жестких соломоподобных перьев. Еще одна уникальная деталь – это горловой мешок под клювом, который птица раздувает во время своих низких ракочущих криков, больше напоминающих ворчание, чем привычное нам трубное курлыканье. Однако самое поразительное отличие скрыто не в перьях, а в строении лап. Венценосный журавль – единственный в мире представитель семейства, обладающий длинным и сильным задним хватательным пальцем. Все остальные журавли в процессе эволюции утратили этот орган, став исключительно наземными птицами. Благодаря этой анатомической особенности венценосные журавли единственные, кто способен уверенно обхватывать ветви деревьев. Они часто проводят ночи на вершинах акации, спасаясь от львов и гиен, что делает их связующим звеном между современными обитателями открытых пространств и их древесными предками. Еще один представитель африканского континента – это африканская красавка или райский журавль. Действительно красавка, он считается национальным символом Южноафриканской республики и, пожалуй, одна из самых грациозных птиц Африки. На фоне дымчато-сизого, почти небесного оперения выделяется необычно крупная округлая голова с высоким лбом. Плюс у него невероятно длинные второстепенные маховые перья крыльев. В сложенном состоянии они не спадают до самой земли, образуя роскошный ложный хвост-шлейф, который волочится за птицей во время ходьбы, напоминая подол бального платья. Эти перья
настолько длинны, что часто полностью скрывают настоящие рулевые перья хвоста. В отличие от большинства сородичей, райская красавка практически разорвала связь с болотами. Она истинная жительница сухих нагорных степей, велдов, где ее рацион составляет семена трав и крупные насекомые. Гнездятся эти журавли прямо на полой земле или среди невысокой растительности, часто на значительной высоте над уровнем моря. Да и сережчатый журавль – необычный представитель семейства в Африке. От подбородка птицы свисают два длинных кожистых выроста – сережки, покрытые мелкими перышками. Эти образования способны сокращаться и удлиняться в зависимости от эмоционального состояния птицы, играя важную роль в брачных ритуалах и общении. Это массивная птица с пепельно-серой спиной и контрастным черным животом. В отличие от африканских красавок, сережчатый журавль очень любит воду. Его жизнь неразрывно связана с обширными сезонными мелководьями и поймами рек, такими как дельта Окаванго. Длинный мощный клюв позволяет ему выкапывать из вязкого ила питательные луковицы водных растений. Из-за узкой специализации и зависимости от чистоты водоемов, этот вид считается одним из самых уязвимых на континенте. А мы из жарких саванн Африки перемещаемся в суровую тундру, где обитает одна из самых редких и загадочных птиц планеты – стерх или белый журавль. Стерх не гнездится больше нигде в мире, выводя потомство исключительно в безлюдных низовьях Аби и в диких арктических районах Якутии. Облик стерха поражает своей чистотой. Это крупная птица с белоснежным оперением, на фоне которого резко выделяются черные маховые перья крыльев, заметные лишь в полете. Его лицо, пространство от клюва до глаз, лишено перьев и покрыто ярко-красной кожей. Стерх обладает самым длинным среди журавлей клювом кирпичного цвета, с зазубринами на конце, которые служат идеальным инструментом для охоты в вязком иле и добычи корневища соки. Стерх – самый специализированный водный представитель семейства. Его длинные ноги и строение пальцев позволяют уверенно передвигаться по зыбкой болотистой почве, где другие виды просто увязли бы. При этом он считается одной из самых пугливых птиц. Стерх не выносит присутствия человека и может навсегда бросить гнездо, если почувствует малейшую угрозу. Его голос высокий, мелодичный и чистый, разительно отличается от гортанного курлыканья серого журавля. И раз о сером журавле пошла речь, давайте о нем поговорим. Серый журавль – самый массовый представитель семейства в Евразии. Если стерх – это редкий отшельник тундры, то серый журавль – верный сосед человека, чье курлыканье веками служило главным вестником весны для землепашцев от Балтии до Приморья и признаков уходящего лета. Это крупная птица, достигающая высоту 120 сантиметров. Его облик – это эталон строгой элегантности. Все тело покрыто сизо-серым оперением, напоминающим свинец или низкое северное небо. Голова и верхняя часть шеи окрашены в черный цвет, а по бокам от глаз к затылку сбегают контрастные белые полосы. Венчает этот образ яркая красная шапочка на темени, участок голой кожи, густо пронизанный кровеносными сосудами. А длинные черные перья крыльев в сложном состоянии образуют пышный неспадающий хвост, который на самом деле является удлиненными маховыми перьями. Серый журавль – мастер адаптации. Он одинаково успешно осваивает и глухие лесные болота, и открытые степные просторы, и заливные луга. Однако для гнездования он неизменно выбирает самые труднодоступные заболоченные участки, окруженные густым лесом или зарослями тростника. В отличие от многих других видов, он научился мирно сосуществовать с человеком, используя возделанные поля как богатую столовую, где после уборки урожая всегда можно найти зерно. Осенью именно серые журавли собираются в огромные стаи, выстраиваясь в те самые безупречные клинья, которые заставляют нас замирать и поднимать голову к небу. Как мы уже говорили, их курлы-курлы – это результат уникального строения трахеи, работающего как мощный духовой инструмент. Этот звук обладает невероятной пронзительностью и слышен за несколько километров. Для серого журавля клин – это сложная система взаимопомощи, позволяющая стае преодолевать тысячи километров на пути к зимовкам в Северной Африке и Южной Азии.
А это черный журавль, один из самых скрытных и малоизученных видов мировой фауны. Его долгое время называли таежным призраком, так как первые гнезда ученым удалось обнаружить лишь в середине 70-х годов прошлого века в глухих марях Сибири. Это относительно небольшой журавль с темно-серым, почти черным оперением туловища, которое эффектно контрастирует со снежно-белой шеей и головой. Как и у многих сородичей, на темени у него расположена красная шапочка из неоперенной кожи. Основной ареал гнездования сосредоточен на территории России, от среднего течения Енисея до Приморья. Птица выбирает для жизни самые негостеприимные ландшафты – верховые сфагновые болота среди густой лиственничной тайги. Такая скрытность спасает вид от антропогенного давления. А зимуют монахи, как их называют за скромный строгий наряд, преимущественно в Японии, на острове Кюсю, где множество птиц собираются на подкормочных площадках, представляя собой удивительное зрелище для орнитологов всего мира. Индийский журавль или сарус – крупная птица, да к тому же это самый высокий представитель семейства. Обитает в Индии, Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Его облик величествен и узнаваем. Пепельно-серое туловище контрастирует с ярко-красной неоперенной кожей головы и верхней части шеи. В отличие от серого журавля, маска индийского саруса спускается гораздо ниже, образуя подобие высокого воротничка. Ноги птицы имеют характерный розовый оттенок, а длинный мощный клюв позволяет легко добывать пищу в глубокой воде заливных лугов и рисовых чеков. В Индии сарус почитается как священная птица. Местные жители верят, что эти журавли образуют пару на всю жизнь, и смерть одного партнера ведет к неминуемой тоске и гибели другого. Благодаря такому отношению индийский журавль часто селится в непосредственной близости от человеческого жилья, не боясь крестьян. Сарус ведет преимущественно оседлый образ жизни, перемещаясь лишь на короткие расстояния в зависимости от сезона дождей. И если индийский сарус поражает ростом, то его ближайший родственник австралийский журавль или бролга знаменит своей выносливостью. Внешне он очень похож на саруса, но чуть меньше размером и имеет более темное серо-коричневое оперение. Уникальность бролги заключается в наличии специальных соляных желез рядом с глазами. Это позволяет птице пить соленую воду и благополучно существовать на мангровых болотах и морских побережьях, что практически недоступно другим видам. Совсем иную стратегию выживания выбрал даурский журавль, обитающий в Восточной Азии, включая российский Дальний Восток. Эта птица удивительной красоты. Его темно-серое тело контрастирует со светлой, почти белой задней частью шеи, которая выглядит как изящный капюшон. Главный отличительный признак – розовые ноги. У большинства журавлей они черные или темно-серые, и участки красной кожи вокруг глаз, напоминающих очки. Даурский журавль – житель обширных речных долин и озерных котловин. Он крайне осторожен и предпочитает гнездиться в густых зарослях осоки, скрывающих его от посторонних глаз. А самым маленьким и, пожалуй, самым изящным представителем семейства является журавль-красавка. Его рост редко превышает 90 см, а вес составляет всего 2-3 кг. В отличие от большинства своих сородичей, красавка полностью оправдывает статус степного жителя, сменив привычные болота на засушливые равнины, полупустыни и даже предгорья. Внешность этой птицы лишена ярких красных пятен, характерных для большинства журавлей. Основной тон оперения благородно сизо-серый, но голова и шея окрашены в глубокий черный цвет, который плавно спускается на грудь в виде пышного жабо из удлиненных перьев. И главным украшением и отличительной чертой вида являются косицы, длинные пучки белоснежных перьев, которые начинаются сразу за глазами и элегантно не спадают к спине. Клюв у красавки заметно короче, чем у болотных видов, что делает его удобным для сбора семян и охоты на насекомых в твердой почве. Экологическая адаптация красавки уникальна. Короткие пальцы ног позволяют ей быстро бегать по сухой земле, а способность обходиться минимумом воды открыла для нее территории, недоступные другим журавлям. Гнездятся они прямо на земле, часто на голых участках почвы или среди редкой травы, полагаясь на свою маскировку. И несмотря на малый размер, красавки невероятно выносливые мигранты. Во время перелетов на зимовку в Индию и Африку они преодолевают Гималаи, борясь с разреженным воздухом и ледяными ветрами.
А черношейный журавль – единственный вид в семействе, жизнь которого неразрывно связана с высокогорьями. Это священная птица Тибета, обитающая на головокружительной высоте от 3000 до 5000 метров над уровнем моря. Его облик идеально гармонирует с суровыми пейзажами высокогорных плато. Пепельно-серое тело, угольно-черная шея и голова с небольшим красным пятном на затылке. Хвост украшен пышными черными перьями, которые на самом деле являются удлиненными маховыми перьями крыльев. Жизнь на крыше мира наложила отпечаток на биологию вида. Эти журавли привыкли к резким перепадам температур и разреженному воздуху альпийских лугов и берегов высокогорных озер. Буддийские монахи традиционно оберегают этих птиц, считая их вестниками богов, поэтому черношейные журавли часто не боятся людей и селятся вблизи монастырей и пастбищ яков. Миграция этого вида короткие по сравнению с северными сородичами. Они просто спускаются в чуть более теплые долины Гималаев, чтобы пережить самые суровые зимние месяцы. А мы летим на североамериканский континент, чтобы увидеть канадского журавля, самого многочисленного журавля в мире. И из названия похоже, что он житель Канады. Но это не так. Его ареал огромен. Владения простираются от арктических тундр Канады до болот Флориды и Кубы. Плюс к тому, канадский журавль – единственный представитель американской фауны, который регулярно гнездится и в России, освоив суровые просторы Чукотки и бассейна реки Анадырь. Внешне эта птица среднего размера, с плотным телосложением и характерным серо-бурым оперением. Одной из самых узнаваемых черт вида является ярко-красное пятно неоперенной кожи на лбу, которое резко контрастирует с белыми щеками и темным клювом. Интересной особенностью канадских журавлей является их привычка в период гнездования намеренно красить свои перья. Птицы втирают в оперение богатые железом грязь и болотный ил, из-за чего их серый наряд приобретает рыжевато-коричневый, ржавый оттенок, служащий идеальным камуфляжем в тундре. Канадские журавли знамениты своими грандиозными миграциями. Ежегодно сотни тысяч птиц собираются в долине реки Плат в Небраске, создавая одно из самых величественных зрелищ живой природы. Обладая мощным голосом и сложной системой социальных связей, они демонстрируют поразительную выносливость, преодолевая огромные расстояния между арктическими гнездовьями и теплыми зимовками на юге США и в Мексике. Благодаря своей пластичности и способности адаптироваться к различным ландшафтам, канадский журавль остается самым процветающим видом в своем семействе. И если канадский самый многочисленный, то американский журавль – самая редкая птица Северной Америки и символ триумфа охраны природы. В середине 20 века вид находился на грани полного исчезновения. В дикой природе оставалось всего 15 особей. Это величественная птица с чисто белым оперением и черными кончиками крыльев, которые видны только в полете. Гнездится он в труднодоступных заболоченных районах Канады, а на зиму совершает грандиозный перелет в Техас. Одной из уникальных страниц спасения вида стала программа обучения молодых птиц миграции. Ученые на дельтапланах вели за собой выращенных в питомниках журавлят, указывая им безопасный путь на юг. Сегодня численность вида постепенно растет, но он все еще остается в статусе исчезающего. А это японский журавль, также известный как уссурийский. Массивная птица, вес которой может достигать 11 килограммов, являясь одним из самых тяжелых журавлей в мире. Его облик – это торжество контрастов. Почти все тело покрыто ослепительно белым оперением, на фоне которого резко выделяются угольно-черная шея и второстепенные маховые перья крыльев. Когда журавль стоит со сложенными крыльями, эти черные перья не спадают на хвост, создавая иллюзию пышного темного шлейфа. И главное украшение птицы – небольшая шапочка из неоперенного ярко-красной кожи на темени, которая становится особенно насыщенной в момент возбуждения. Японский журавль крайне требователен к среде обитания. Он гнездится исключительно на обширных, сильно увлажненных осоковых болотах и в поймах рек. В России его ареал ограничен бассейном Амура и берегами озера Ханка. Интересно, что существуют две популяции. Материковая, которая улетает на зиму в Китай и Корею, и островная, на Хоккайдо, ведущая оседлый образ жизни. Танцы японских журавлей на фоне заснеженных полей – одно из самых эстетичных зрелищ в дикой природе. Их грациозные прыжки и синхронные взмахи крыльев напоминают отточенный ритуальный балет, закрепляющий союз пары на многие годы. Журавли
одни из самых уязвимых птиц планеты, чье выживание напрямую зависит от состояния водно-болотных угодий. Основным лимитирующим фактором остается антропогенное воздействие. Осушение болот под сельскохозяйственные нужды и застройка прибрежных зон лишают птиц мест для безопасного гнездования. В степных регионах негативную роль играет распашка целинных земель и фактор беспокойства. Крайне осторожные птицы могут бросить кладку при частом появлении человека. Серьезную опасность представляют линии электропередач, столкновения с которыми становятся частой причиной гибели молодых особей во время их первой миграции. И на сегодняшний день большинство видов занесены в международную и региональные красные книги. Особое внимание уделяется стерху, который находится на грани исчезновения, а также японскому и даурскому журавлям, имеющим статус уязвимых видов. Для их спасения создаются специализированные питомники, такие, например, как Окский биосферный заповедник. В рамках программ «Журавль мира» ученые используют метод реинтродукции, выращивания птенцов в изоляции от человека и обучая их путем миграции с помощью мотодельтапланов, имитирующих вожака стаи. Главным условием сохранения является защита глобальной сети водно-болотных угодий. Современные методы мониторинга, включая спутниковую телеметрию и кольцевание, позволяют орнитологам с точностью до метра отслеживать миграционные коридоры. И только международное сотрудничество и создание трансграничных охраняемых территорий помогут гарантировать, что клич журавлей продолжит звучать над просторами, оставаясь вечным символом дикой и свободной природы птиц, в которых превращаются души людей. Птицы границ не знают, ей все равно, где кончается одна земля и начинается другая. К концу сентября поля пустеют, уходит летнее тепло, чует журавль холодное дыхание севера, собирается в дорогу. Поднимутся стаи, опишут над родным болотом прощальный круг, поклонятся лесам и берут курс на полуденное солнце. Плывут в вышине их красивые, чуть печальные голоса. Клин, клин, журавлин, путь-дорога. Шепчем мы им вслед, замирая от этой светлой грусти. А журавли, почуяв наш прощальный привет, летят дальше, унося на своих крыльях лето. Улетают, чтобы обязательно вернуться весной и снова принести нам на кончиках перьев новое тепло и новую надежду. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.